Здравствуйте, зрители моего канала, дорогие и зрительницы. Значит, во-первых, фигачьте эти самые лайки, да, и пишите комментарии. И, в общем, можете после этого сваливать, можете не смотреть. Главное, чтобы видео вошло куда-нибудь вошло, короче. В результате этих всех лайков и комментариев оно куда-то входит. Я это слышал, как блогер где-то. В то же время можете и не сваливать, но лайки-то все равно поставьте. У меня вот есть такая, можно сказать, серия часто задаваемые вопросы. Вопросы мне действительно какие-то часто задают. И задают непосредственно вопросы про мою последнюю кинокартину «Марш утренней зари». Да? Собственно говоря, что с ней случилось. Вроде как я все объяснял, но с другой стороны я понимаю, что целостная картина ни у кого не выстроилась. Да, в принципе, никто не обязан выстраивать целостную картину по этому поводу, потому что вроде как мои дела – это мои дела. У всех много хлопот, забот, нервов и рефлексий. Да? Все-таки про эту картину скажу несколько слов. Да, еще на всякий случай она выложена на этот канал, она вот лежит наверху. Посмотрели ее 5 миллионов. Ну, знаете, YouTube не самое лучшее место для размещения кинокартин. Может быть, не все 5 миллионов досмотрели до конца. Но, естественно, хочется рассчитывать на лучшее, да? Но, естественно, я рассчитывал не на 5 миллионов на YouTube. Я просто, как говорится, начинаю от начала, чтобы составить немножко целостную картину. Я рассчитывал не на YouTube. Я 2 года делал эту картину. И я видел там у меня в комментариях вопросы под картиной. А есть ли 5+1, имеется в виду звук? Есть все, и 5+1 был сделан. И Atmos это где вот 60 каналов. И песни писались и 5+1, и на Atmos, на это все. Понятно, что с музыкой значительно больше. И стоило это все миллионы и миллиарды денег, и бешеное количество усилий и времени. Ну таки что с ней случилось? Как говорится, шел декабрь 21 года. Ну, декабрь-ноябрь, да, вот это вот. И я, собственно говоря, заканчивал эту картину. Представил еще несколько месяцев работы именно по причине вот этих вот напряженных действий по поводу музыки, звука и всякой обработки изображения. Но уже в воздухе носилась вот эта тревога, да, потому что уже доходили слухи с разных концов, что вот будет война. Естественно, никто, во-первых, в это не верил, а во-вторых, под войной каждый понимал себе что-то свое. Локальное, не летальное, как говорится. Война, знаете, там написали друг другу несколько смс, постреляли в воздух, разбежались. Это вроде как тоже война. Могла бы быть такого рода, да? В декабре уже как-то сильно тревожность нарастала, да? Я на выходные уехал из Москвы. На эти длинные выходные, декабрьские, январские, новогодние, зацепил еще свой день рождения, 17 января. И вернулся, собственно говоря, под конец января. И тут уже, собственно, выстроился на окончание картины. И когда началась война, мне оставалось еще 2 месяца поработать. Примерно. Ну, я тогда еще не знал, думал, ну, где-то там от месяца до 2 месяцев. Да? Ужасные были ощущения, когда это все началось. Совершенно бессонные ночи и желание от всего как-то из этого всего как-то выскочить, да, хотелось за детей отправить куда-нибудь в другую страну, самому доделать, но все как-то мешалось, путалось. Вот, мне говорили, причем довольно близкие люди говорили, свинчивай, бросай все. И многие так и поступили, потому что уехали, как говорится, нервы поправлять, да. Хотя это, конечно, звучит иронично по отношению ко всей этой ситуации, потому что в то время, когда люди гибли под бомбами в Украине, украинцы, люди, значит, так сильно переживали, что уезжали поправлять нервы на курорты, да. Но я так глубоко в тот момент не копал, все было в большей степени на уровне всяких чувств и самочувствий, да, бессонница вот этого всего. Еще я поймал по лайту ковид, вот, поскольку у меня миллион прививок, у меня довольно легко прошел там дней за 10, да, просто немножко вкус пропал. И вот во всей кутерьме я, значит, доделывал кино. И возникла ситуация, когда кино это у меня стали просить, да, для показа, для проката. И дело не в том, что кино выдающееся, хотя, разумеется, выдающееся, я, собственно, других не делаю. И дело не в том, что в нем много музыки, свежих лиц и всяких новых художественных подходов. Но дело в том, что еще по конъюнктуре был удивительный момент, потому что полностью ушли американские фильмы, и, в общем, были открыты все кинотеатры, эти все интернетовские площадки и прочие телеканалы. И, в общем-то, и зритель еще не до конца ушел с кинотеатров. Это сейчас там уже, в общем-то, в связи с отсутствием американских фильмов все это сдувается. А на тот момент, в общем, еще привычка в кино оставалась ходить. И поэтому, с одной стороны,
значительное число людей, может быть, сходило бы на эту киноленту и в кинотеатры, и на платформы, ну, просто потому что, может быть, оценили бы кино, ну, а какое-то количество людей менее утонченных, просто в силу конъюнктуры. То есть конъюнктура была прям пятизвездочная, да? И что значит конъюнктура? Это не только получить удовольствие, но это получить еще бабло. Я в тот момент понимал, что нужно что-то делать, знаешь, вот это что-то делать. Но как-то это не было у меня определено, да? И вот я в мае заканчиваю кино, да? Я заканчивал в конце апреля, но наступает начало мая. И я, соответственно, ничего так толком не понимая и не имея никаких планов и накоплений, я положил в карман диски с этим фильмом и уехал, да. Тогда у меня еще не было ясности, тем более, что, понимаете, кино – это не какое-то мое личное дело. Все-таки в нем работало много людей, как минимум вкладывались большие деньги. Еще у меня был инвестор и продюсер Паша Гаврилин, да. Так-то вот я распорядиться этим не мог. Я действовал просто по каким-то ощущениям, и вначале мая свинтил, да. И потом, после долгих там или недолгих, это уже не имеет никакого практического значения, совещаний с Пашей, решили кино в Российской Федерации не показывать. Потому что решили, что позорится. Позорится в том смысле, что люди гибнут, а мы, значит, изображаем оптимизм. Гибнут в Украине. Я решил создать такой кейс. Вот, то есть даже не то, что решил, это, знаешь, так звучит немножко самонадеянно. Такой кейс, в общем-то, выстраивался, да, что кино, предназначенное для проката, оно в прокат не пошло. Я показал его в Риге, очень локальный был. Ну, приличная была премьера, где-то по-моему, на 500, 600, 700, 800 человек в Центральном кинотеатре. Показал в Ницце, такой в режиме полутворческой встречи. И показал в городе Торревьеха в Испании. За показ в Торревьехе я деньги перевел украинскому интернату для детей. Весь сбор. Ну, просто от Риги сбора практически не было. Там больше затрат было на всю эту организацию. От Ниццы тоже сбора не было. Там мне билеты еле-еле покрыли, потому что, без рекламы все очень локально. А здесь небольшой сбор был. Отправили на благотворительность в Украину. И вот, собственно говоря, к чему я все веду. Я опущу несколько моментов. Если будет какой-то разговор с каким-то другим, на другом каком-то ресурсе, мне будут задавать вопрос, мне будет полегче. Собственно говоря, вопрос-то в чем? Говорит, Ром, ну что ты, собственно, добился, да? Чего вы добились даже? Мы с Павлом Гаврилиным, да? Показали бы в России, срубили бы бабла, нажили бы добра, а после этого, собственно говоря, беги, жрайте куда хотите. Когда так ставится вопрос, в общем-то, сложно с этим как-то спорить, но случилось так, как оно случилось, да? При каких-то других обстоятельствах, а если бы ДКБ, да, если бы я не доделал это кино и уехал за 2 месяца до того, как его закончил, его бы никто не доделал, да? Если бы я его показал бы в России, если бы, я бы сдох бы от того ковида. Ну, нет здесь слагательного наклонения. Вот я поступил так. Опять же, если проехать несколько этажей, понимаете, в чем дело? Помимо, это многогранная история. Но есть одна четкая вещь, да, что кино, оно выстраивает будущее. Кино, всякие сериалы, вот это все, то, что называется киношоу-бизнес, но видите, кино идет первым, оно выстраивает будущее, оно выстраивает образ будущего. Нет других инструментов, не придумало человечество. Может, еще компьютерные игры, но, по-моему, в меньшей степени. По охвату, по степени воздействия и так далее. И вот то настоящее, которое мы получили, я во многом счел своей собственной недоработкой. В том смысле, что я почувствовал не коллективную какую-то, коллективную я, наверное, тоже почувствовал вину, а, собственно, свою личную. От того, что это случилось. Потому что у меня, я имею в виду войну, у меня в руках были инструменты для того, чтобы делать этот мир лучше. Это предназначение кино. Ты создаешь образ, куда люди стремятся. Из своей серой, неинтересной жизни люди туда стремятся. И, наверное, у меня были инструменты для того, чтобы выстроить какое-то новое сознание. Да? Наверное, я что-то не доработал. Во всяком случае, можно как-то это так трактовать. Когда я отказался от премьеры, чтобы не поддерживать там, в России, чтобы не поддерживать косвенно агрессию России против Украины, вот этим вот созданием ощущения, что все в порядке, что можно жить и так. Так жить нельзя. Я, естественно, еще отправил некий месседж своим коллегам. Я думаю, что этот месседж как-то будет услышан. И более того, возможно, он был услышан, хотя у меня по этому поводу
нет никаких данных. Я в курсе, что у меня есть Facebook, я вижу там людей, народ ходит, проводит фестивали, водит хороводы и снимает, нахрен никому не нужны всякие произведения, нахрен никому не нужно, я имею в виду во время войны, и в том контексте, что если они ничего не меняют к лучшему, то, скорее всего, они что-то меняют к худшему. Окей, я понимаю, что что бабло надо зарабатывать, да, там дети плачут, родители, старики и так далее. Я тебя сильно в пример не ставлю. Вообще далек от ощущения себя как некого идеала. Но таки в этой ситуации важно не только там гордо молчать или делать вид, что ничего не случилось, или придумать всякие отмазки. Я вообще казахский режиссер, а мне-то что? А я вообще гражданин Армении, меня это вообще не касается, да? Каким-то хоть действием реагировать, да? Опять же, что именно кино, оно таки, в отличие от вот этих всех разговоров, влияет ли культура, не влияет ли культура на сознательность населения, как раз кино влияет, да? И, собственно говоря, я создал этот кейс, наверное, я где-то поговорю о нем подробнее, да? Я имею в виду с тем, что кино было показано за границей, в результате оказалось в сети. В смысле, не оказалось, я его туда вложил. Кстати, смотрите кино. Оно на этом моем канале. Я, наверное, где-то еще подробнее поговорю. Но во всей этой ситуации я бы еще подвел бы какой-то такой промежуточный концептуальный итог, да? Да, я понимаю, что я не один. Я сейчас имею в виду только своих коллег, да? Я не имею в виду широкий спектр разных других товарищей, деятелей культуры, искусства и смежных областей, медицины и образования, да? Наверное, я не один, но определенно я не чувствую до конца, что мои коллеги и мои условно коллеги как-то поняли, что я хотел передать, да? Я хотел передать, что для того, чтобы войну остановить, для того, чтобы добро победило зло, нужно не только страдать или отмораживаться, а нужно как-то что-то предпринимать. Вот. Естественно, может мне последовать некий такой месседж, я уже его чувствую, что а что ты сейчас сидишь-то? Сейчас в данный конкретный момент я сижу на диване. Так-то я вообще-то не сижу, но об этом, как говорится, в следующих передачах. А мне интересно, для тех мужественных людей, кто досмотрел до конца этот мой сюжет, напишите, действительно, мне правда интересно. Я даже берусь ответить на некоторые месседжи. До вас дошло, для чего я это сделал? Я имею в виду, выложил марш утренней зари. Как вы это поняли? Мне правда интересно. Все, peace, love. Слава Украине, героям слава. Да, и я еще хочу записать такое аутро, да? Я там говорил про май, это в этом сюжете. Я говорил про май, я имел в виду май, апрель, март и тот трагический февраль 22 года. Я еще оттуда в этом сюжете в этот май не переехал.